Друзья, привет из Японии. Ну, точнее, не совсем из Японии, а еще точнее, совсем не из Японии. Хотя вот это заведение, которое называется Чебурасика, ну или Чебурашка, и переулочек, который прилегает к нему, выглядят очень по-японски. Это новая тачиномия, которая открылась в Москве, в самом центре. Тачиномия – это японское слово, которое означает «стоячее питейное заведение». Слов «тацу» – «стоять» и «ному» – «пить». «Я» – это заведение. Вот люди стоят за такими стойками или бочками и пьют. Не, ну реально все выглядит очень по-японски, и особенно вот эти надписи на асфальте, которые тоже часто встречаются в Японии. Вот это, кстати, «джо-джо» означает «замедлите ход потихоньку», ну, естественно, чтобы не проходить такое заведение. Но не все надписи можно встретить в Японии. Например, вот это «дамаре кузо» означает «заткнись и ешь», ну, в грубоватой форме. И для Японии это несколько необычно, но в этом есть какой-то определенный шарм. А вообще, Чебурашка – это изакая, японский паб, где в основном пьют саке. Например, в Чебурашкином меню я насчитал аж 25 сортов саке. 25! Как в хорошей японской настоящей изакае. А кроме того, здесь еще есть и щочу, и другие японские традиционные напитки, так называемые нихонщу. Я же заказал себе японский чай матча и гёдза с яблоками. Честно говоря, не знаю, насколько такие пельмени типичны для Японии. Ни разу в Японии не ел пельмени с яблоками. Ну, заодно и попробую. А гёдза варукунай джанай, что означает очень даже неплохо. И все-таки почему Чебурашка, можете спросить вы? А дело в том, что Чебурашка – это очень популярный персонаж в Японии сейчас. И японцы даже сделали ремейк нашего мультфильма. И как мне представляется, у этого заведения с русско-японскими корнями есть все шансы для того, чтобы стать популярным среди российской публики. Кстати, если речь идет о посетителях, то в России и Японии они немного отличаются. У нас это в основном молодежь в поисках новых впечатлений и эмоций. В Японии это офисные сотрудники, снимающие стресс после тяжелого трудового дня. За соседней дверью находится суши-бар. Ну, здесь не так многолюдно, как в изакае. И на стене висит знакомая карта токийского метро. Прям ностальгия охватила меня. Токио Стейшн, Шибуя, Шинджуку, Уэно, конечно же. Все как в старые добрые времена. Суши-бар тоже выглядит по-японски, но правда не знаю, как тут с качеством еды, поэтому ничего не могу сказать. И вот в рамках, опять же, японской концепции свои услуги предлагает отель на час. Ну, коих очень много в японской столице, но что-то здесь дверь какая-то подозрительная. Я надеюсь, что это просто какой-то прикол. Ну, хотя не похоже на шутку. Вот написано, что вход с обратной стороны. Так что все прям как в Токио, в каком-нибудь квартале развлечений Кабуки-чо.
Много разных надписей на японском, приколов. Ну вот, например, читать слева направо Каба, а справа налево Бака. А надписи есть в Японии как слева направо, так и справа налево. В одном случае береза, в другом случае дурила. В общем, стильно и со вкусом. Прикол. А через дорогу от Чебурашки находится Чикаго-Гриль. Вот уж поистине международный город Москва. Ну, про Чикаго это, ребята, не ко мне. Пока.